Поговорим о неумеренном ношении масок. Я могу понять, если вы носите маску в людном месте, особенно если кто-то кашляет на вас или что-то вроде этого. Но часто бывает, что когда я гуляю где-нибудь в лесу или в парке, я вижу людей в масках, хотя вокруг никого. Кто-то ведет машину, больше в машине никого нет, но водитель в маске. Так что я хочу поговорить о том, полезно это или вредно. Вот что я хочу вам сказать о ношении масок. Маска ограничивает приток воздуха в наши легкие. В зависимости от типа маски, до легких будет доходить разный объем воздуха. Из-за маски напрягаются дыхательные мышцы, расположенные вокруг легких. Особенно, если носить маску длительное время. Возможно, вы видели, что в миниатюре к этому видео на мне вот такая маска. Это инвентарь для гипоксической тренировки. Я специально периодически ограничиваю приток воздуха в легкие минуты на 2, пока выполняю упражнения. Я дышу с усилием, потом ее снимаю, потом снова надеваю. Эта нагрузка создает так называемый гурметический эффект. Мы даем нагрузку, а потом даем телу восстановиться. Так укрепляются мышцы вокруг легких. Так что это другое. Здесь вы тренируетесь. Вряд ли люди в масках заняты тем же. Хотя иногда это так. К чему я все это говорю? Если пожилой человек со слабым здоровьем будет круглосуточно носить маску, это создаст проблему, потому что при этом возникает нагрузка на уже слабые органы. При этом ослабляется организм, и без того уязвимый для вируса. Имейте это в виду, когда вы одни, в машине или на улице. Снимайте маску, чтобы не ограничивать приток воздуха. Разве что вы здоровы и тренируетесь. Но и то не носите маску постоянно, нужно время от времени ее снимать. Если закрыть рот чем-то, что перекроет поток воздуха, в легкие будет попадать меньше кислорода. Такие вот дела. Разные виды масок дают разную степень фильтрации. Например, медицинский респиратор N95 обеспечивает 95% фильтрации. Его поры 0,3 микрометра. Это очень мало. 95 — это не 100%, но неплохо. Процент фильтрации обычной хирургической маски от 60 до 80. Если взять кусок ткани плотностью 600D и сложить его в 4 слоя, это обеспечит 60% фильтрации. Теперь рассмотрим банданы. 100% хлопка, 4 слоя. Фильтрация частиц у них 19,5%. Так что лучший показатель у стандартных масок — 0,3 микрометра. А размер частиц вируса — 0,1 микрометра. Вы спросите, это что же получается? Вирус может легко проникнуть сквозь маску, потому что он в 3 раза меньше? Так и есть. Но чем выше уровень фильтрации, тем меньше воздуха проходит и тем труднее дышать. На одной чаше весов достаточно кислорода, а на другой — фильтрация вируса. Можно надеть на голову и пакет, так фильтрация будет 100%. Но, конечно, с жизнью это плохо совместимо. Также следует учитывать и другие факторы. Во-первых, сам вирус обычно распространяется внутри капель. Обычно, если человек чихает, кашляет, дышит на вас или говорит с вами. Размер вылетающих капель гораздо больше размера самого вируса, потому что капли состоят из жидкости, небольшого количества белка, солей, микроэлементов, электролитов и даже микробов. Так что в воздух выбрасывается целый коктейль в виде жидких капель. И в этом объеме жидкости, в каплях, большое количество вирусов. И эти капли будут отфильтрованы маской. Но все же есть вероятность, что какое-то количество вирусов все же проникнут через маску, так? Но тут вот какое дело. У разных людей разная уязвимость для вируса. Она зависит от здоровья иммунной системы и вирусной нагрузки, то есть концентрации вируса. Если в тело попадает всего несколько частиц вируса, а его иммунная система достаточно сильна, она запросто справится с вирусом. Чем хуже здоровье человека и чем выше вирусная нагрузка, тем важнее для этого человека носить маску.
Но если вы здоровы и рядом нет других людей, кашляющих или чихающих на вас, если концентрация вируса рядом с вами невелика, иммунная система справится, возможны очень легкие симптомы. Есть зависимость между серьезностью инфекции и вот этим показателем — вирусной нагрузкой. В самых плохих условиях находятся врачи и медсестры, работающие в больницах и в местах высокой концентрации частиц вируса. Еще один фактор — скорость, с которой летят капли жидкости, содержащие вирус. При чихании эти капли вполне способны пролететь от 7 до 8 метров. Это 23-26 футов, смотря как сильно человек чихнул. А когда кто-нибудь кашляет на вас, капли пролетают от 5 до 6 метров, 19 футов. Довольно сильный кашель. Когда человек просто дышит, капли могут пролететь всего 2 метра, 7 футов. Вот какое расстояние может преодолеть вирус. Конечно, чем дальше от источника, тем ниже концентрация вируса. Следующий фактор — сами капли. Когда человек чихает, этих капель будет около 40 тысяч. Когда человек кашляет, их около 3000. При разговоре на протяжении 30 минут капель в итоге вылетит около 3000. Как видите, концентрация вируса, то есть вирусная нагрузка, будет гораздо ниже, чем когда человек чихает. Я просто хочу дать вам представление о разных факторах: скорости полета капель, уязвимости для вирусов, вирусной нагрузки, степени фильтрации и времени ношения маски. Если вы ослаблены и у вас слабая иммунная система, особенно если вы хронический курильщик или у вас ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких или астма, вам нельзя носить маску весь день. Вот что об этом думаю я. Хочу узнать, что думаете вы. Поделитесь своим мнением в комментариях под видео.